Оказалось, что Света подписала отказ. У нее теперь нет никаких прав на мальчика. Стоять! Стрелять буду! Все, давай, Липа. Ты же мне слово дал, что больше никогда! Сволочь! Нет, я допускаю, Ермаков мог убить Иваненко, мог следы замести, так, чтобы милиция ничего не обнаружила. Но зачем ему это надо? Он же в завязке. Сереж, как с алкоголиками. Бывших не бывает. Достали они! Спокойно, спокойно. Давай просто поговорим. Ты про этот платок? Я привезла 2 платка из Китая, себе и маме. Маме платок не понравился, и она его кому-то подарила. Да, Калинин. Еще днем отправляли. Что? Как не могли? Ладно. Что случилось? Эксперт звонил. И что, экспертиза? Ножом этим не убивали. Это подделка. И кровь на ноже краска. Договоренность в силе, он у меня. Встретимся завтра. Я все сделал как положено. Упаковал, подписал. Приложил Кто был постановление. в кабинете, когда ты готовил вещдок к отправке? Никого. Только перед этим заходила потерпевшая, дочь Ладыниной. Хотела с делом ознакомиться. Как только нож увидела, чуть в обморок не упала. Я ей воды принес, она выпила и сразу ушла. Тищенко, ты в своем уме? Чтобы через полчаса был протокол на мое имя. Есть. А может быть, мне еще тебя задержать? Не понял. А меня на каком основании? На основании причастности к похищению вещественного доказательства. Ты выдумал несуществующий почтовый адрес Красильникова, выманил меня, а твоя сообщница украла нож. Послушай, моя сообщница мне ничего не говорила. И о краже ножа я узнал от тебя. А по поводу адреса можем позвать Липу на очную ставку, и она подтвердит. Ты звонил ей перед тем, как мы поехали за Родионом. Конечно, звонил. Я должен держать ее в курсе событий, она мой клиент. Так, все. Расследуй подальше от моего кабинета. А если я тебя еще раз увижу, задержу на 3 суток. Калинин, Что? послушай, не кипятись. Ты пойми, нас здесь всех надули. Если мы будем действовать сообща, мы найдем этот нож. Знаешь, что нужно сделать? Во-первых, нужно провести обыск в доме Ладыниных. И что искать? Понятно, что она туда больше не вернется, и нож там прятать не станет. Ну, хоть какие-то зацепки. Так, срочно, объявляйте в розыск Ладынину Марию Олеговну. Макар, Серег, О, Макар, привет. Ты как раз вовремя. Маша тут кое-что передала, пока тебя не было. Как ты съездил? Макар. Сереж, не хочешь рассказать, что случилось? Что с Макаром? Маша из полиции украла скифский нож. Этого не может быть. Вот как раз может быть. И все это она провернула благодаря информации, полученной от Макара. А вы уверены, что это сделала именно Маша? Что тут не произошло какое-то недоразумение? Вы сейчас просто так наезжаете на человека. Уверенный, больше некому. Я не верю, что Маша могла это сделать. Я тоже не думаю, что снаряд может попасть в одну и ту же воронку 2 раза. Все благодаря твоей нормальной Маше, которая пошла по стопам Нади. А что ты на меня так кричишь? Я-то здесь при чем? Успокойся. Правильно, давайте все тут дверьми хлопать. Наверное, ты меня сейчас ненавидишь. Я это заслужила, потому что обманывала тебя. Прости. У меня не было другого выбора. Надеюсь, что когда-нибудь ты меня поймешь. Возможно, наши отношения начались как игра, но те чувства, которые я испытывала к тебе в последнее время, были настоящими. Я люблю тебя. Жалко, что мы не встретились при других обстоятельствах. Теперь все деньги на вашем счете. Не ищи меня. Ага, я понял, да. На почте, хорошо, да. Пока, спасибо. Ну что, собирайся. Едем в гости к Родиону. ты адрес-то узнал? Мой друг с обширными связями среди почтовых служащих рассказал, что почту доставляют на вахту
нашего дома презрения. И? И теперь любой, или пациент, или врач может взять почту у актера. Подожди, но он же не врач, никто. Это сейчас никто, а раньше был медбратом. Ага, то есть почту может забирать по старой памяти. Конечно. Так что поехали. Осталось всего встретить в условленном месте. Да. Ты от этой гадости избавишься? Пусть живет. Давай. Уже 3 часа здесь сидим. Хорошо, что Ника бутерброды сделала. Ты бы лучше о деле так думал, как о еде. Знаешь пословицу? Когда я ем, Погоди. По-моему, Красильников. точно. Вот и птичка в клетке. Сереж, А? ты только полегче, просто поговорим. Разберемся. Родион, на пару слов. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Не убивал я никого! Тихо, тихо. Так откуда же столько подробностей, если, как вы говорите, не убивали Ладынина? Я писатель, мне достаточно моего воображения. Слишком много совпадений выдало ваше воображение. А удивительное сходство вашей главной героини и Марии Ладыниной тоже ваше воображение подсказало. Я работал ночами и заметил, что как только гаснет свет в доме Ладыниных, тут же загорается окно в комнате Маши. Я предположил, что она что-то скрывает от родных. Меня это вдохновило, и я решил списать злодейку с Машей. Так, подожди. А про скифский нож ты как узнал? Но я же сказал, что я наблюдал. Тихо, 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 тихо. Я решил, что мне нужно ближе узнать жизнь моей главной героини. Поэтому и наблюдал за Машей. Она меня чуть не застукала пару раз. Однажды ночью я увидел, что она что-то жжет за домом. Я дождался, когда она уйдет, и вытащил один из листков. На нем был эскиз древнего ножа. Это была удача, это была большая удача. Я понял, что нарисованный нож, он идеально подходит к моему роману как орудие убийства. Но, конечно, пришлось покопаться в архивах, чтобы узнать происхождение ножа. Так. А что ты видел, когда следил за домом Ладыниных? Да не следил я! Я Спокойно, наблюдал. Спокойно, спокойно. Хорошо, когда наблюдал. Ты видел, кто входил в дом перед Митей Ладыниным? Была женщина. Я не разглядел ее лица, но я сразу узнал ее. На ней платок был, какой Маша Ладынина носит. А Митя пришел после нее. А потом уже и вы подошли. Пошли поговорим. Макар, все сходится. Маша тогда утверждала, что не ее брат убил, потому что она убила свою мать. Да подожди ты, Сережа, ничего не сходится. Платков было 2. Свой Маша мне показала. Перед тем, как мы нашли нож у Ермакова, который был завернут в другой платок. Осталось узнать, кому принадлежал этот второй платок. Ну, Серега, самому интересно. С этим что делать будем? Ну чего, отведем его к Калинину, пусть показания Так, дает. давай ты вези к Калинину, а я кое-что проверю. Ну что, пора исполнять свой гражданский долг. Какой еще долг? О, Макар, здравствуйте. Вы ко мне или к Свете? К вам. Да, я вас слушаю. Вы с Ладыниной были близкими подругами, так? Ну да. Я бы хотел узнать, куда делся второй платок. Какой платок? Китайский, шелковый. Маша рассказала, что привезла 2 платка. Себе и матери. И свою Юлия Михайловна кому-то подарила. А что вы стоите? Проходите. Проходите. Минуточку, сейчас. Садитесь. Ну, что у вас там за история с платками? Я говорю, что Юлия Михайловна свой платок кому-то подарила. Да. Она, знаете ли, у нас была девушка разборчивая в плане одежды. Платок ей не понравился, носить она его не стала. Сочла его очень темным, сказала, что он и старит, и, в общем, так вот. А что такое? Что это за вопрос? Свидетель видел, как убийца входил в дом в этом платке.
В этот платок был завернут нож со следами крови Ладыниной. А Машин платок? Он все еще у нее, и я его видел. Так что остается только один, который Юлия Михайловна, судя по всему, подарила вам. Круг сужается до 2 подозреваемых. У меня один вопрос: кто носил платок? Вы или Света? Скажите, Макар, у вас сейчас есть время? Вы можете меня в город отвезти? Мне нужно к следователю. Сначала ответьте на вопрос. Нет. Это срочно. У меня нет времени. Я хочу сознаться в убийстве. Как странно, Свет. Оказаться в этом парке 10 лет спустя. Я все время думаю, как бы все случилось, если бы я тогда не послушала маму и не выгнала тебя. Хотя мама тогда все время под дудку Ладыниной плясала. Не знаю. Не знаю. У тебя же кто-то был? Отец Кости? Был. Да сплыл. Как только Костя появился. Потому что Костя особенный. Да. И потому что отец Кости был женат. Я думала, будет небольшая интрижка. Так, отвлекусь, забуду тебя. Получилось. Алло? Да, я. Вы хотите вернуть Костю? Хорошо, мы с утра завтра заедем. А я же говорил, у нас все получится. Нет, подожди, Стас, а если я не смогу? Ведь я уже пыталась один раз. У меня даже нервный срыв был. Я даже руки на себя хотела наложить. Ты мне это брось. Да ты не знаешь, какой это ребенок. За ним нужно смотреть каждую минуту. Он может кричать просто так, без причины. Он почти не разговаривает. Во-первых, я тебе помогу. Во-вторых, мы найдем для него нормальную развивающую программу. О деньгах не беспокойся. Деньги есть. Я заплачу. Все будет хорошо. Все началось с того, что Юля Ладынина предложила устроить Костика в интернат на реабилитацию. Для этого нужны были деньги, потому что так бы нам пришлось ждать своего очереди год, а так у Ладыниной там были знакомые. В общем, она все устроила. Вы хотите сказать, что дали взятку начальству в интернате? Сумма? Большая сумма. 300 000. Но я надеялась, что Костик за этот год подлечится и Света хоть немножко отдохнет. Может, даже жизнь свою устроит. Денег у меня не было, естественно. Я бегала там, занимала везде. В общем, нашла я эти деньги и отдала Ладыниной. Потом оказалось, что нас обманули, и Костика у нас отобрали навсегда. Как вам вообще в голову пришла мысль, что отказ от родительских прав может быть фиктивным? Я не знаю. Я почему-то Ладыниной поверила. Нет, я потом, конечно, ходила к Юле. Я просила, чтобы она вернула это все назад, чтобы как-то помогла. Но она мне сказала, что это все нельзя сделать. И вообще, что мы должны быть ей благодарны, потому что Костик наш дебил. Это все, подождите, это все главное. Я как-то пришла к ней. Вот, опять я просила ее помочь, что-то сделать. И, понимаете, я у нее там увидела вот этот конверт, в котором я деньги передавала. Вот.
Я тогда все поняла. Почему вы не обратились в органы? Не написали заявление на Ладынину? Да я бы ее первый за мошенничество. Господи, боже мой, какие там органы. Я в интернат ходила, я просила их. Они мне сказали, что все законно. У Светы тогда случился нервный срыв, а заведующая мне еще угрожала, что отправит Свету на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Вам плохо? Да, дайте мне воды, пожалуйста. Все. Давайте, идите, пишите, давайте, пишите. Я пришла к Ладыниной. Очередной раз я просила ее помочь мне. Она ничего мне не помогла. Там на столе лежал нож. Я его взяла. Я его этим ножом. Я ее ударила. Калинин. Так, я скорую вызову. Скорую, да, скорую. Не замерзла, а? Нет. Простынешь у меня еще. Да все в порядке. Недавно уже не было так легко, как сейчас. Спасибо тебе. Слушай, Свет, поехали в магазин. Купим Косте новую одежду, карандаши, тетрадки там, ручки, книги обязательно. Сейчас. И что-нибудь вкусненького. Подожди. Алло? Да. Света Царева. Что? Стас, мама в полиции. У нее там сердечный приступ был. Поехали. Живо. Быстрее. Мам, ты как? Слышишь меня? Слышу, Светочка, слышу. Все хорошо. Врач сказал, у тебя было 2 микроинфаркта. Ну почему ты не говорила, что чувствуешь себя так плохо? Ты прости меня, Света. Я очень виновата перед тобой. Я тебе всю жизнь испортила. Мам, не думай об этом, у меня все хорошо. Стас со мной, Костю мы завтра заберем. Ты поправишься и поедешь домой. Главное, что у тебя все начало налаживаться. Ты должна жить, должна растить Костика, родить ребеночка Стасу. Ты помни об этом, когда все узнаешь. Мам, что узнаю? Это не важно. Я люблю тебя. Мамочка, я тоже тебя сильно люблю. Мам. А что с ней? Так, быстро в машину. Мам. Мама. Да сделайте что-нибудь. Мам. Мамочка. И куда теперь меня? Дальше по этапу? Садитесь. Сейчас подпишите постановление и поедете домой. Домой? Вы поймали убийцу? Вашу мать убил Александра Царева. Александра Сергеевна? Этого не может быть. Они с мамой дружили. Царева дала признательные показания. Я не верю. Я хочу с ней поговорить. Это невозможно. Александра Сергеевна скончалась 3 часа назад в больнице от обширного инфаркта. Подпишите протокол и можете быть свободны. Макар, ужин готов. Пошли. Серег. Ну подожди. Ника любимые вареники приготовила. Сереж, спасибо, я не хочу есть. Ты со вчерашнего дня не ешь, Макар. Слушай, давай просто пойдем на кухню. Сядем, спокойно, поговорим. Слушай, Сереж, и оставь меня в покое, а? Займись своим делом, а я со своим сам разберусь. Пойду пройдусь. Макар, Маши там нет.
Добрый вечер. Не помешаю? Что вы? Если бы не вы, я бы так и сидел. Здравствуйте. Здрасте. Я тут прибираюсь немного. Жена послезавтра с сыном приедет. А, Вы, может, чаю хотите или поесть? нет, спасибо большое. Скажи, а где Маша? Она же вроде должна была тебя встретить. Нет, она позвонила только сразу, как я телефон включил. Сказал, что у нее все хорошо, но она в отъезде. Когда сможет, перезвонит. Я сам хотел перезвонить, но телефон выключен. А почему вы спрашиваете? Понимаешь, она мне должна была кое-какую информацию передать по поводу скифского ножа. Видимо, забеглась и забыла, а это очень важно. Слушай, ты не против, если я у нее в комнате посмотрю? Смотрите, пожалуйста. И насчет чая подумайте. Спасибо. В следующий раз будьте, пожалуйста, осторожней. Хорошо, буду. Извините. Мне просто снова показалось, что там... Ты же мне расскажешь, когда станет все ясно? Ну, конечно, расскажу. Ты же моя клиентка. Я твоя бесплатная клиентка, которая влюблена в тебя по уши. Ник, я давно хотел тебе сказать. Бабкин, ты смотри, что я нашел. Пару дней назад Маша открыла счет в банке. Ну и что это нам дает? Как что? Скорее всего, на этот счет поступят деньги от продажи скифского ножа. И она захочет снять деньги с этого счета. Так, Калинин объявил ее в розыск, и она, естественно, захочет купить новые документы. Ясно. Вообще, ребят, ничего не понимаю. Каким образом это может помочь вам в данной ситуации? Если мы узнаем, в каком из отделений она будет получать деньги, мы сможем ее взять. Привет, Кеш. Слушай, ты давно ломал банковские системы? Я все равно считаю, что нужно позвонить Калинину. И рассказать, как мы устроили хакерскую атаку на банк. Во-первых, не хакерскую атаку, а тихий взлом. А во-вторых, мы свои источники информации можем не выдавать. А в-третьих, Макар, я давно Погоди, она идет. Теперь точно пора звонить. Да подожди ты со своим Калининым, а? Давай сами возьмем. Сейчас выйдет с деньгами из банка, зададим пару вопросов, потом сдадим твоему Калинину. Спасибо. Липа! Как вы напугали меня. Мне на секундочку показалось, что это Виктор. Но неужели вы в самом деле его так боитесь? Я ушла от него, а он этого так просто не оставит. Липа! Липа, я обещаю вам. Нет, я клянусь. Я смогу вас защитить от него, от всех. Вы верите мне? Я не хочу здесь больше оставаться. Давай уедем. Уедем. Я уже из записи твоей собрала. До этого ничего не нужно больше. Как не нужно? А как же твоя книга? Ты что, ее не будешь дописывать?
Я уже дописал ее. Я даже отправил в одно издательство. У меня завтра встреча с шеф-редактором. Ой, сколько можно денег-то считать? Второй час сидим. Походу, упустили мы ее. Пойду посмотрю. Давай. Держи. Это что? Смотри. Да. Получила деньги, зашла в туалет. В кабинке обнаружили вот это. Теперь мы ее точно не найдем. Как это не найдем? Мы ее не найдем? Еще не вечер, Макар. Эх, что б ты без меня делал? А что б я делал без друзей из ГИБДД? Штрафы бы оплачивал за неправильную парковку. Ну, я и так их оплачиваю. Так, что у тебя тут? Вот. Но без них бы я не достал запись с камер видеонаблюдения у банка. Так. Сейчас. А вот она. Во сколько вошла? В 11:45. Ну-ка дальше. 11:45. Так, подожди. Подожди. Мотай назад. Давай, Стоп. Походу, это она. Узнал милую по походке? Да нет, Сереж, посмотри. Женщина с такой внешностью до этого в банк не входила. Так. Ну, давай дальше. Так, Ага. Так, а вот и такси, на котором она уехала. Номер пиши. Ага. Слушай, как думаешь, а таксист вспомнит эту шикарную женщину? Вспомнит, куда я ее подвозил? Предлагаю проверить. Вперед. Кажется, наш. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Макар Алешин. Сергей Бабкин. Частные детективы. У нас пару вопросов. Скажите, вы сегодня девушку подвозили с улицы Институтской, невысокого роста, брюнетка, черные очки и в черном пальто. Я пассажиров не запоминаю. Главное, что платили и не курили в машине. Посмотрите на фотографию. Узнаете? Ну, вы знаете, сколько у меня их каждый день? Ну, не запоминаю я. Я смотрю, вы навигатором пользуетесь. Ну. Можно взглянуть, а? Смотрите, если надо. Только недолго. Мне все-таки работать еще. Хорошо. Во сколько она уехала? В 12:05. 12:05, улица Подбельского, 38. Может, хоть подъезд вспомните, а? А, вспомнил. Она не доехала. Квартал за 4 вышла. Вот здесь вот где-то. Вот. Томашевской. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Ну и где нам теперь ее искать? Делать поквартирный обход по домам? Интересно, куда же она могла? Да куда угодно. Поймала участника, уехала в другой конец Москвы. Так, 19. Томашевской. Откуда я это знаю, а? Вспомнил. Я пробивал по базе. Филиппова, Нина Дмитриева, кажется. Помнишь? Это которая сестра дяди Жени, последнего мужа Ладыниной. Точно. У нее здесь квартира. Дом 15, квартира 350. Все, Серый, дальше я сам. Макар, не дури. Серег. Макар, подожди. Давай позвоним Калинину, пусть приедет. Сам все разберет, ее арестуют. Сереж. Макар! Сережа, послушай, я сам лично приведу ее к Калинину. Слово даю. Макар.
Невского, 15. Илюшин слушает. 7-й подъезд, 12-й этаж. Привет. Где нож? Там, где и должен быть. Ты умный, я думала, сам догадаешься. Я спрашиваю, как в вашем доме оказался скифский нож? Иконы не единственная моя специальность, еще и занимаюсь оружием. И? Мне позвонил Троицкий и предложил халтуру. Обратиться в официальные реставрационные мастерские он не мог, потому что с историей ножа было что-то нечисто. И он предложил мне в частном порядке им заняться. Я изучила нож и поняла, что это мой шанс. Если сделать все быстро, то можно хорошо заработать. Значит, у нас не отберут дом за долги. К Мите вернется жена, и он будет счастлив. Естественно, я согласилась. И ты решила его украсть? А как, по-твоему, он оказался у Артемьева? Ты вообще знаешь, кто такой Артемьев? Знаю. Продавец антиквариата. Да ты спроси у любого, кто этим занимается, как он проворачивает свои делишки. Как он на последние деньги отжимает у бедных вдов гравюры Дюрера. Или подлинники Вермеера за смешные деньги. Он просто говорит, что это подделки, понимаешь? Слушай, ты что, решила грабить награбленное? Да при чем здесь я? А потом мама нашла нож и, видимо, его перепрятала. У нее было чутье на такие вещи, понимаешь? Она думала, что таким образом она может вернуться к прошлой жизни. Потом маму убили, нож пропал, Митю арестовали, а ты обещал найти ее убийцу, помнишь? А я нашел. Царева, Александра Сергеевна. Я сдержал обещание. Подожди. Александра Сергеевна? Да, она во всем призналась Калинину. Макар, этого не может быть. Я вошла в дом через 15 минут после того, как Митя нашел тело мамы. Здравствуйте. По дороге я ее встретила, она мне улыбнулась, и она шла из продуктового. У нее в руках была сумка. Или ты думаешь, она убила маму мимоходом? Убила, а потом пошла за курицей и молоком? Этого просто не может быть, Макар. Я знаю. Она просто не успела бы это сделать, спрятать нож и, как ни в чем не бывало, вернуться домой. Вот видишь, ты не сдержал обещания. Можно подумать, тебя это волнует. Тебе нужен был только нож. А я просто... Что это? Это 2 билета до Берлина. Там пересадка, 1 на твое имя. Поехали со мной. А? Поехали. Не с кем потратить грязные деньги? Найдешь себе там кого-нибудь. Мне не нужен кто-нибудь, ты это прекрасно знаешь. Слушай, я уже вообще ничего не понимаю. А что тут понимать? Я тебя люблю. Перестань. А если он испугается и не захочет ехать? Или… Да никаких «если». Свет, мы справимся, обещаю. Проходи. Костик, родной, я твоя мама. Он вообще не понимает, что происходит вокруг. Вы его, пожалуйста, за руку всегда держите. Да, вот здесь документы на ребенка. Нужно подписать несколько заявлений и собрать справки, которые помогут восстановить родительские права. Хорошо, я этим займусь. Но если будут какие-то вопросы, звоните. С бумагами помогу. Звоню, не сомневайтесь. Угу.
Ну все, Всего доброго. пойдем. До свидания. Кость. Я буду ждать. Лови. Назад. Еще раз. Молодец. Ну? Оп. Молодец. Свет, а ему, кажется, понравилось. Смотри. Это ты ему понравился. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? Так. Ну, вообще-то я к Нике шел. Иди сюда. Ваш сын? Па. Да. Мы сегодня его забрали. До сих пор не верится, что он со мной. Стыдно так, что я его тогда отдала. Да. Чувство стыда – странная вещь. Ой. Иногда оно заставляет совершать нас странные поступки. Ваша мать, например, созналась в том, чего не совершала. Так? Вот здесь нарисуем джип. Давайте в доме поговорим. А смотри, как у меня получилось. Вот. Так. Это же вы убили Ладынину. За то, что из-за нее Костя попал в интернат. Так? Нет. С чего вы взяли? Я не имею к этому никакого отношения. Я это взял из фактов. Например, из вещественных доказательств. Орудие убийства было завернуто в платок, который Ладынина подарила вашей матери. Наверное, мама была в этом платке, когда пошла к Ладыниной в тот день. Не была. Она была в продуктовом магазине. И свидетель видел, как она возвращалась домой уже после убийства. Ваш свидетель врет. Свидетель не врет. Свидетель ее дочь, Мария. И она не может врать. Хорошо, я все расскажу. Все началось, когда я узнала, что идея отдать Костю в интернат принадлежит Ладыниной. Мама пошла у нее на поводу. Когда мне даже не разрешили увидеть Костю, я сразу пошла к Ладыниной. Я хотела, чтобы она отозвала все назад. Это ты. Юлия Михайловна, я была в интернате, мне не отдают Костю. Слышите? Я к вам обращаюсь. Слышите меня? Ладынина ударила меня. Истеричка! После этого я схватилась за нож. Что же это? Она хотела ударить меня еще раз. Споткнулась и упала прямо на лезвие ножа.
Я услышала шаги, поняла, что кто-то идет. Тогда я схватила с себя этот платок, стащила, завернула в него нож и выбежала через черный ход. Вы рассказали обо всем маме, и она взяла вину на себя. Нет. Мама, ничего я не говорила. Она сама обо всем догадалась. Мама видела, что со мной что-то не так. А я не видела, я не понимала, что это тоже плохо. Она до последнего пыталась все изменить. Она хотела, чтобы я начала все с чистого листа, чтобы я была счастлива. У мамы все получилось. Я действительно сейчас счастлива. Знаете, когда я шла тогда к Ладыниной, я думала, моя жизнь кончена, что больше ничего не будет, что будет только хуже. Я не думала о последствиях. Расплачиваться приходится сейчас, когда Костя и Стас со мной. Пойдемте, я готова. Куда? В полицию. Я во всем признаюсь. Хотя бы мамина память будет светлой. Я верю, что Ладынина превратила вашу жизнь в ад. А еще я верю в судьбу. И важно быть здесь, с семьей. Свет, мы пришли. Иди сюда. А что случилось? Откуда слезы? Светик, он что, тебя обидел? Стас, нет. Это счастье. Мама. Костя. Костя. Только что звонила мама Макара, интересовалась, почему у ее сына такой странный голос и почему так односложно отвечает на ее вопросы. Не случилось ли что? Ты сказал ей про Машу? Шутишь, что ли? Она через 2 часа тогда здесь будет. Нет, знаешь, я хочу спокойной, размеренной жизни. Макар сильный, он справится со своей психотравмой. Ну, Сереж, так нельзя. Неправильно. Во-первых, она мать, она должна знать. Во-вторых, она знает, как успокоить сына. Так, спокойно. Это неправильно. Ник, давай сейчас присядем спокойно, попьем чай и решим, что делать с Макаром. Привет. А что такое? Что с лицами? Привет. Мы тут вот тебя ждем. Как день прошел? Нормально. А как дела в целом? Да нормально все. По крайней мере, один раз я точно поступил правильно. Ладно, давайте чай пить.